Всем доброго времени суток. Пришлось еще сделать блоки питания. Поскольку газовые колонки потребляют большой ток. Здесь две разные модели. 14 модель имеет плату, стабилизированный блок, на микросхемах, LM338. И здесь имеется такая плата, но имеет дополнительно еще термозащита. Крепится он к радиатору, как только заданная температура поднимется, блок уходит в защиту. Блок полностью отключится, пока температура не упадет ниже. Эти построечные резисторы необходимо, чтобы регулировать, этот регулирует выходное напряжение, а этот на срабатывание защита. Это электрическая принципиальная схема, блок питания. Рассмотрим, как он защищает при замыкании. Если вдруг один из микросхем замкнутся на коротко и видит из строя, то напряжение 8,4 вольт с аккумулятора пройдет через замкнутый цеп в сторону выхода. Одновременно напряжение пойдет на базу транзистора, и транзистор откроется, реле сработает, отключить выходное напряжение, что свидетельствует синий светодиод. По такой же принципу работает и эта схема, здесь реле на 9 вольт, и подключен без транзистора. Когда один из микросхем сгорит, так же и как предыдущем, напряжение будет стремиться к выходу, и одновременно сработает реле. Индикатор загорится. Аккумуляторы соединил последовательно, в итоге напряжение 8,4 вольт, чтобы микросхемы работали устойчиво. Также плата для балансировки аккумуляторов. Плано заряжает по отдельности аккумуляторы, имеет защита от короткого замыкания. Наверное, всем интересно сейчас. Будем измерять ток. Замыкаем напрямую в амперметр, смотрим на прибор. Еще раз замкнем. 9,2 ампер, это батареи новые, вы сами видели, что батареи, при замыкании, выдает около 10 ампер. Эти батареи могут выдавать не более 10 ампер, но при каждом замыкании, они садятся очень быстро. Эта плата, которую я сделал, выдает только 3,5 ампер, это связано с тем, что микросхемы я с Китая получил, вместо 5 ампер, 3-амперные. Расстаемся с батарейками. Печатный рисунок. Дальше будет, как изготавливал плату, если интересно, смотрим, а я прощаюсь с вами. Напечатал рисунок на принтере. После необходимо нанести рисунок на текстолит. Перед нанесением рисунка, текстолит нужно подготовить, почистить нулевкой. Потом нужно завернуть аккуратно и утюжить. Где-то 90 секунд достаточно гладит поверхность бумаги. Сперва нагреваем утюг, потом везде проходим. После необходимо теплой водой под краном смывать слой бумаги, только аккуратно. После как промылись, смотрим на дорожки. Если дорожки получились неровными, то черным маркером их рисуем. После нужно травить плату, кислоту делаем в домашних условиях, 1 чайная ложка медный купорос, 3 чайные ложки поваренной соль, на 150 мл воды. Нужно шлифовать наждачкой. Сверлит и залудит дорожки, и все, плата готова.